Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Радость жизни, свобода, энергия определили главную тему коллекции Versace весна-лето 2025. На неделе моды в Милане бренд представил совместную линейку мужских и женских образов на теплый сезон. Как и большая часть коллег по индустрии, креативный директор модного дома Донателло Версаче с ностальгией вспоминает прошлое. То далекое и прекрасное время, когда еще мало кто пользовался интернетом, люди не зависали часами в соцсетях, а к выбору одежды подходили более непринужденно. То замечательное время до цифровой эпохи, когда подиумы возвышались, фотографы толпились вдоль них в ожидании удачного кадра, а зрители в первом ряду наслаждались реальным показом, они смотрели на моду исключительно через экраны смартфонов. Поэтому сегодня в своей творческой работе дизайнер обращается к одной из архивных коллекций «Весна-лето 1997», презентация которой состоялась в октябре 1996 в Нью-Йорке. Это была игривая и мятежная, более демократическая диффузная линейка бренда, за которую Донателло тогда целиком и полностью отвечала, пока брат Джанни трудился над основной коллекцией. На традиционный вопрос об источнике вдохновения дизайнер заметила: когда в мире так много тьмы, с помощью этой коллекции я хотела принести цвет, свет, оптимизм и радость. Ведь сейчас мы в этом нуждаемся как никогда. Миланская неделя моды нынче стала свидетелем таланта Versace, где модельер вновь доказала свою способность сочетать инновации и традиции. Представленный гардероб на весну оказался ярким примером того, как можно вернуть дух прошлых десятилетий, добавив в него современные элементы и технологии. Для модной локации решено было выбрать памятное архитектурное строение – историческую крепость-замок Сфорцеско. При старте шоу подиум словно молнией вспыхнул зигзагообразной лентой, и этот графический узор далее сопровождал многие образы новой коллекции. Что, признаться, друзья, поначалу даже вызвало ассоциацию с нарядами бренда Missoni. Но нет, разноцветный волнистый принт, который сегодня мы видим на кардиганах, джемперах и трикотажных полах, как раз был из той самой архивной работы 97-го. Только сейчас Донателло поубавила степень яркости, и вместо традиционных насыщенных тонов, которые часто ассоциируются с брендом Versace, она включила в цветовую палитру коллекции еще и мягкие пастельные краски – голубой, нежно-сиреневый, мятный, сливочный, желтый. Что без сомнения добавило легкости и юного обаяния каждому стильному луку. К тому же они превосходно уживаются в едином ансамбле с трендовым цветом коричневой замши и совершенно не спорят с красновато-кирпичным оттенком капроновых тонких колготок. Кстати, их широкая резинка так и норовила выглянуть из-под пояса более низко посаженных брюк, шорт или юбки, чтобы словно невзначай продемонстрировать логотип компании. Прием откровенно не новый и взят на заметку многими брендами, а значит, точно отметится в трендах сезона. Но не только зигзаг стал главным принтом модного гардероба Versace. Львиную долю нарядов, неважно женских или мужских, украшают цветочные принты. Дизайнер очень гармонично подружила их с волнообразным узором, а еще есть занимательная абстракция. Весь этот микс освежает и поднимает настроение вмиг. Особенно хорошо флористические мотивы, будь то рисунок по ткани или вышивка, аппликация, смотрятся на брючных пижамных костюмах, а также топах, рубашках и платьях в белевом стиле. Самые привлекательные варианты представлены во второй части показа, ближе к финалу. Так что, друзья, не переключайтесь и обязательно досмотрите видео до конца. Еще хочу отдельно отметить одежду из кожи, замши, денима. Многие вещи словно из винтажного салона и отлично передают атмосферу, настроение прошлых лет. И пусть коллекция пропитана ностальгией по 90-м, однако здесь не забыли о связи с современностью, что нашло отражение, например, в отливающем золотом платье бандо. На первый взгляд оно оказалось покрыто традиционными пайетками, но на самом деле создано с помощью 3D-печати на принтере в идеальном силуэте песочные часы. Применение брендом инновационных технологий в производстве поставило перед фэшн-индустрией очередной вопрос: как далее будет создаваться одежда и что же ждет моду в будущем? Не случайно Versace любят за открытость к экспериментам, которые дизайнер в том числе проводит с аксессуарами. Например, в коллекции можно заметить броши-цветы, будто вырезанные из пластиковых бутылок. Каблуки на женской обуви порой явно похожи то на флакон духов, то на ножку бокала. А иногда это просто заглавная буква из названия бренда. И, конечно, часть сумок украшают модные безделушки. Дерзость и смелость, великая история и новые современные технологии, умение удивлять и вдохновлять.
Таким на подиуме мы нынче видим дом моды Versace. С интересом, мои дорогие подписчики и гости канала, жду ваше мнение о коллекции в комментариях. Надеюсь, друзья, вы не забудете поставить лайк. Приятного вам просмотра, красоты, совершенства, море позитивной энергии и теплого, солнечного настроения!